В 2008 году в строжайшей тайне состоялась одна секретная встреча. В один из самых закрытых кабинетов Пентагона пригласили опытного офицера контрразведки. Этому человеку не раскрыли причину срочного вызова. С ним беседовали неизвестные люди в строгих костюмах. Сначала они задавали простые вопросы. Затем они попросили пройти дополнительную проверку безопасности. И только после серии встреч агенты, наконец, открыли истинную цель. Этого офицера звали Луис Элизондо. Почти 20 лет он защищал национальную безопасность Соединенных Штатов. Элизондо работал в контрразведке, ловил опасных террористов и имел высочайший доступ к государственным тайнам. Но на той встрече ему задали совершенно неожиданный вопрос: «Что вы думаете о неопознанных летающих объектах?» Элизондо ответил честно. Он никогда всерьез не верил в летающие тарелки. Он не читал книг про пришельцев и считал истории про НЛО обычной фантастикой. Вся его жизнь состояла из реальных угроз. Он боролся со шпионами, ловил террористов и защищал секретные военные объекты. Тогда незнакомцы произнесли ошеломляющую фразу: «Эта работа навсегда изменит ваше представление о мире». Спустя несколько лет Луис Элизондо громко уволился из Пентагона. После этого он сделал невероятный шаг. Опытный разведчик публично заявил на весь мир важную вещь. Правительство Соединенных Штатов десятилетиями скрывало правду о загадочных объектах в небе. Что именно этот человек увидел за стенами Пентагона? Почему он решил рисковать всем и нарушил молчание? И действительно ли власти знают об этих объектах гораздо больше, чем готовы признать? История Луиса Элизондо началась задолго до его работы в Пентагоне. Он родился в семье кубинского эмигранта. После школы Луис поступил в университет Майами. Там он успешно изучал биологию и работу иммунной системы. Но после выпуска молодой ученый неожиданно выбрал военную службу. Он имел высшее образование и мог сразу стать офицером. Но Элизондо сознательно пошел в армию простым солдатом. Он верил, настоящий лидер должен сам научиться подчиняться приказам. Командиры быстро заметили его редкий талант. Вскоре молодого бойца перевели в военную разведку. С этого момента его жизнь проходила за закрытыми дверями. Элизондо работал в Корее, странах Азии и Латинской Америки. Он защищал государственные секреты от иностранных шпионов. После страшных терактов 11 сентября 2001 года его отправили на Ближний Восток. Там он участвовал в опасных операциях против крупных террористических групп. Элизондо регулярно рисковал жизнью в зонах боевых действий. Позже, по просьбе семьи, он перешел на работу в штаб-квартиру Пентагона в Вашингтоне. Там он руководил международными операциями контрразведки. Именно в Пентагоне офицер получил загадочное предложение. Представители неизвестного отдела искали проверенного специалиста по безопасности. Новая программа была настолько секретной, что власти скрывали даже факт ее существования. После серии строгих проверок Элизондо познакомили с руководителем этого проекта. Им был известный эксперт по передовым военным технологиям. На этой встрече офицеру впервые задали вопрос о неопознанных летающих объектах. То, что Элизондо узнал в следующие дни, полностью изменило его представление о мире. Выяснилось, следующее правительство Соединенных Штатов десятилетиями официально изучало аномальные объекты в небе, причем материалы содержали не просто слухи или рассказы очевидцев. Основу отчетов составляли рапорты военных летчиков, капитанов боевых кораблей и операторов радаров. Большинство встреч происходило около стратегических объектов ядерных баз, боевых авианосцев и секретных полигонов. Каждый случай одновременно фиксировали несколько независимых приборов. Объект видели видеокамеры истребителей, тепловые датчики и мощные радары. Все эти системы работают на совершенно разных физических принципах, поэтому шанс их одновременной ошибки эксперты считали равным нулю. Но больше всего военных поражали не цифры, а невероятные способности этих объектов. Сначала Элизондо отвечал только за секретность и предотвращение утечек, но число аномальных инцидентов постоянно росло. Вскоре руководство доверило ему полностью возглавить этот проект. Его команда расследовала каждый случай по строгой научной схеме. Сначала специалисты искали самые простые объяснения. Они проверяли версии про дроны, метеорологические шары, испытания нового оружия или приборные сбои. И только после полной проверки всех обычных гипотез случаи официально признавали необъяснимой аномалией. Со временем эксперты программы выделили 5 главных признаков.
Именно эти уникальные свойства отличали реальные аномальные объекты от любой обычной техники. Первый признак — это мгновенное ускорение. По расчетам ученых, перегрузки этих объектов достигали 1000 единиц. Для сравнения, обычный человек теряет сознание при перегрузке в 9 единиц. Самые современные боевые самолеты выдерживают максимум 12 единиц. Такие колоссальные нагрузки мгновенно раздавили бы любого человека. Второй признак — это невероятная скорость и резкие маневры. Объекты летали на гиперзвуке и легко меняли свой путь. Они могли мгновенно повернуть на 90 или 180 градусов. Ни один известный человечеству самолет не выдержит такой резкий разворот. Третий признак — это загадочная невидимость для приборов. Иногда тепловые камеры отчетливо видели объект, а радары его теряли. В других случаях все происходило наоборот. Создавалось ощущение, что объект сам выбирал способ взаимодействия с датчиками. Четвертый признак — это свободный полет между воздухом и водой. Объекты легко входили в океан прямо из атмосферы. Они не замедляли ход и не ударялись о поверхность воды. Для нашей техники такой удар о воду означает катастрофу. Но эти объекты проходили сквозь океан без всякого сопротивления. Пятый признак — это полное отсутствие видимых двигателей. У объектов не было крыльев или пропеллеров. Они не имели никаких деталей для создания тяги. При этом объекты неподвижно висели в воздухе и мгновенно набирали скорость. Законы современной аэродинамики не могут объяснить такой полет. Именно поэтому специалисты программы официально отказались от термина НЛО. Слово «летающие» оказалось слишком узким. Эти объекты видели не только в небе. Их фиксировали под водой и даже на околоземной орбите. В итоге военные начали использовать новый термин — неопознанные аномальные явления. Но была и другая важная причина. За долгие годы слово НЛО превратилось в объект насмешек. Оно ассоциировалось с фантастикой, а не с военной угрозой. Из-за этого пилоты боялись докладывать о странных встречах. Они опасались психологических проверок и отстранения от полетов. Для опытного летчика это означало мгновенную гибель карьеры. В итоге сотни реальных наблюдений просто скрывали от руководства. А единой системы учета аномалий долгое время не существовало. Однако внутри Пентагона эти случаи вызывали огромную тревогу. Неизвестные объекты регулярно появлялись в районах с максимальной секретностью. Они свободно входили в закрытое небо и преследовали военные корабли. Особый интерес объекты проявляли к ядерным базам и секретным полигонам. Командиры полков требовали от руководства срочных ответов и четких инструкций. Но у высшей разведки не было никаких объяснений. Именно это опасное противоречие подтолкнуло Луиса Элизондо к решению. Этот выбор навсегда изменил его жизнь. Самый знаменитый случай произошел у побережья Калифорнии. Несколько дней подряд военный флот США фиксировал загадочные объекты. Новейшие радары постоянно находили десятки неизвестных целей. Они возникали на высоте 20 километров. Затем объекты за секунды падали прямо к поверхности океана. Они неподвижно висели над водой и снова мгновенно исчезали. Командиры сразу подняли в воздух боевые истребители. Опытные пилоты увидели странный белый аппарат. Объект был похож на гладкую капсулу без крыльев и двигателей. У него полностью отсутствовали видимые сопла или винты. Объект неподвижно висел над самой водой. Под ним океан сильно бурлил, будто внизу находилось что-то гигантское. Когда самолеты начали сближение, объект мгновенно сорвался с места. Он исчез за 1 секунду. Через несколько минут радары снова нашли этот объект. Он находился в 100 километрах от прежнего места. Объект прилетел точно в секретную точку маршрута самих истребителей. Этот инцидент одновременно записали сразу несколько приборов. Данные подтвердили радары истребителей, корабельные станции, разведывательные самолеты и тепловые камеры. Все приборы показали одинаковые результаты. Объект развивал гигантскую скорость и мгновенно ускорялся. При этом у него не было никаких привычных двигателей. Этот случай получил знаменитое название «Тик-так». Он стал первым расследованием, которое попало в прессу. Но Элизондо утверждал, таких опасных встреч было гораздо больше. Вскоре глава программы столкнулся с главной проблемой. Собранных улик хватало для любого суда в мире. Однако влиятельные чиновники Пентагона намеренно блокировали все отчеты. Элизондо многократно пытался устроить секретный доклад для министра обороны. Но каждый раз высокопоставленные люди останавливали его работу.
В итоге Элизондо подал официальное заявление об увольнении. В рапорте он напрямую обвинил руководство в укрывательстве информации. Он предупредил, если эти объекты создали враждебные страны. Это означает катастрофический провал разведки США. А если их создали не люди, последствия будут еще страшнее. После ухода из Пентагона разведчик впервые дал открытое интервью. Его слова вызвали шок во всем мире. О тайной программе рассказал не фантаст, а бывший глава секретного отдела разведки. Общество ответило неоднозначно. Многие военные поддержали офицера. Они признались, что тоже видели аномалии и давно ждали правды. Но другие коллеги сильно осудили его шаг. В адрес Элизондо начали поступать реальные угрозы. Сегодня он вынужден жить в глухом районе штата Вайоминг и строго охранять свой дом. При этом офицер никогда не нарушал законов США. Каждое публичное заявление прошло официальную проверку Министерства обороны. Элизондо строго бережет государственные тайны. Но даже разрешенная информация звучит невероятно. Элизондо заявляет, у правительства США есть реальные обломки неизвестного происхождения. Эти физические материалы не похожи ни на один металл на Земле. Раньше ему запрещали говорить об этом. Но после проверки текста его книги цензоры Пентагона officially разрешили эту публикацию. Он также напомнил, в прошлом попытке раскрыть такие тайны жестоко карались. В качестве примера он привел историю супругов Розенберг. Их судили и казнили за шпионаж в середине прошлого века. Это громкое дело напугало многих свидетелей. Суровые приговоры десятилетиями заставляли чиновников хранить молчание. Кроме того, Элизондо раскрыл тайну американских президентов. Оказалось, даже лидеры страны знали далеко не все. Чиновники считали президентов временными людьми, которые уходят через 4 или 8 лет. Поэтому глав государства не посвящали в самые страшные тайны. Лишь один президент получил полный доступ из-за своего прошлого в разведке. Другой лидер долго пытался получить отчеты, но получил отказ. Третий президент открыто признал существование аномалий. А четвертый обещал рассекретить все папки, но натолкнулся на глухое сопротивление системы и потерпел неудачу. Элизондо видит в этой истории еще одну смертельную опасность. Главные секреты страны скрывают даже от избранного президента. Это значит, что незаметные чиновники принимают важнейшие решения за спиной народа. Их действия никто в мире не способен контролировать. Но офицера больше всего волнует другой главный вопрос. Что именно наблюдает человечество в небе? При слове «инопланетяне» люди сразу вспоминают фантастические фильмы. По мнению Элизондо, такой подход слишком сильно упрощает реальность. История науки регулярно доказывала ограниченность человеческих знаний. Тысячи лет люди знали только растения и животных. Позже ученые неожиданно открыли мир грибов. А чуть больше 100 лет назад микроскопы показали людям микроорганизмы. Эти крошечные существа всегда жили рядом с нами и внутри нас. Однако люди просто не могли их увидеть. Сегодня человечество снова находится в таком положении. Наш глаз видит лишь крошечную часть окружающего мира. Вокруг нас постоянно проходят радиоволны и ультрафиолетовые лучи. Мощное излучение пронизывает все пространство. Но наши органы чувств его просто не замечают. По этой причине Элизондо просит не делать поспешных выводов. Загадочные объекты могут иметь самое разное происхождение. Это могут быть технологии чужого мира или древнейшая форма жизни с нашего океанского дна. Ведь глубина океана до сих пор остается тайной. Или мы наблюдаем совершенно новое явление природы. Элизондо напоминает о невероятных масштабах нашей Вселенной — Земля. Это лишь маленькая точка среди миллиардов галактик. Подсчитать количество звезд просто невозможно. А мир микрочастиц огромен точно так же в противоположную сторону. В обоих случаях человек замечает только маленькую часть реальности. Представляют ли эти загадочные объекты реальную опасность? Элизондо отвечает на этот вопрос как опытный офицер разведки. Оценка любой угрозы состоит из двух главных факторов: нужные свойства объекта и его скрытые намерения. Невероятные возможности этих аппаратов приборы фиксировали тысячи раз. Но их реальные намерения до сих пор остаются неизвестными. Бывший разведчик приводит простой и наглядный пример. Представьте короткую историю. Каждый вечер вы строго запираете все двери и включаете сигнализацию. Утром вы находите в доме чужие грязные следы. Незнакомец ничего не украл и никому не навредил.
Но чужак легко обошел все ваши замки. Является ли это прямой угрозой? Пока нет. Но если посторонний легко входит в ваш дом, он может причинить вред. Именно в такой опасной ситуации сегодня находятся военные. Неизвестные объекты регулярно появляются около ядерных баз и военных кораблей. Они свободно входят в закрытое небо и легко улетают обратно. У нас нет доказательств их враждебности. Но у нас нет и причин считать этот мир безопасен. Существуют и другие версии. Некоторые эксперты предполагают, эти объекты просто наблюдают за людьми. Ученые работают похожим образом. Они изучают диких животных в лесу и берут образцы для анализов. Другие исследователи видят иную причину. Человечество быстро приближается к новому этапу развития. Неизвестный разум внимательно ждет следующий шаг нашей цивилизации. Мы создаем мощное оружие, но продолжаем бесконечные войны против самих себя. Элизонда раскрывает еще одну пугающую деталь. Свидетели аномалий часто получают тяжелые травмы. Некоторые очевидцы потеряли здоровье после близкой встречи с объектом. Правительство США официально признало часть таких случаев. Власти до сих пор оплачивают лечение этих пострадавших граждан. По этой причине Элизонда запрещает считать подобные истории обычной фантазией. В 2023 году произошло историческое событие. Несколько офицеров дали показания перед комитетом американского парламента. Они произнесли клятву говорить только правду. Ложь под присягой грозит немедленным тюремным сроком. Бывший разведчик открыто заявил, власти США десятилетиями прятали инопланетные аппараты. Он получил эти данные от прямых участников секретных программ. Эти громкие слова полностью подтвердили давние заявления Элизондо. Число официальных отчетов растет каждый месяц. Сначала военные записали около 140 случаев. Позже цифра превысила 300 аномалий. Сегодня база данных содержит более 800 опасных инцидентов. Власти создали новые отделы для расследования таких происшествий. При этом Элизонда постоянно предупреждает, общество должно получать правду постепенно и только по закону. Внезапный шок разрушит привычный мир людей. Разведчик указывает на главную беду современного общества. Миллионы людей увлекаются шоу, бизнесом и спортом. Они игнорируют вопросы, от которых зависит судьба нашей планеты. Цивилизация погибает, когда люди перестают задавать сложные вопросы. Разумеется, у критиков есть обычные версии. Первая гипотеза указывает на секретные технологии чужой страны. Но тогда враждебная держава уже более 70 лет владеет невероятным оружием. Неизвестные аппараты легко обходят американскую оборону и остаются невидимыми для науки. Вторая гипотеза указывает на массовые ошибки людей. Но тогда нам придется признать страшный факт. Лучшие пилоты, операторы радаров и капитаны кораблей одновременно сходят с ума. А вместе с ними ошибаются самые точные военные приборы. Элизонда не дает готовых ответов. Он просто требует честного изучения всех фактов. И разведчик больше не боится возможных угроз. Главным успехом в жизни он считает свою любимую семью. Элизонда учит собственных детей простой мудрости: никогда не верьте слухам на слово. Проверяйте факты и делайте собственные выводы. На вопрос о жизни в космосе Элизонда отвечает легко. Живые организмы существуют прямо сейчас. Мы сами являемся прямым доказательством. Ученые нашли бактерии в кипящей воде на дне океана. Живые клетки нашли глубоко под землей и во льдах Антарктиды. Если жизнь процветает в таких сложных условиях, Земля не может быть единственным домом во Вселенной. Принадлежат ли тайные объекты инопланетному разуму? Точного ответа пока нет. Но впервые в истории об этом говорят не сказочники. Тему обсуждают конгрессмены, генералы и секретные службы. Возможно, через несколько лет наука найдет простое земное объяснение. А возможно, люди наконец поймут, как мало они знают о реальном мире. Что думаете вы? Верите ли вы в существование таких объектов? Какая версия кажется вам более правдивой: секретное оружие, ошибки приборов или неизвестный разум? Что вы сделаете, если сами увидите такой аппарат в небе? Напишите ваше мнение в комментариях под этим видео.